Метод дыхания Вима Хофа может не давать заснуть, потому что он активирует симпатическую нервную систему и переводит организм в состояние «бей или беги», выделяя гормоны стресса и бодрости. Также на процесс засыпания влияет и правильность выполнения практики. Из-за физиологических процессов эта техника работает как мощный энергетический стимулятор, что прямо противоречит расслаблению перед сном. С точки зрения науки, метод Хофа действительно работает. Исследования показали, что дыхательные упражнения улучшают работу мозга и снижают уровень тревожности. В результате качество сна значительно повышается, а человек просыпается более отдохнувшим и полным энергией. Почему возникает бессонница после практики? Выброс адреналина и кортизола. Интенсивная гипервентиляция воспринимается организмом как стресс. В ответ надпочечники выбрасывают в кровь адреналин, норадреналин и кортизол, которые резко повышают уровень бодрости. Снижение уровня углекислого газа, СО2. Частое и глубокое дыхание вымывает углекислый газ из крови, гипокапния. Это вызывает временное сужение сосудов мозга, что может приводить к головокружению и звону в ушах, мешающим уснуть. Активация симпатической нервной системы. Вместо парасимпатического режима, отвечающего за отдых и сон, метод Хофа запускает симпатический режим. Учащается пульс, повышается температура тела и растет общая концентрация. Избыток ментальной энергии. Практика сильно насыщает ткани кислородом и перезагружает нервную систему, за чего мозг начинает работать активнее, генерируя поток мыслей. Так что лучшее время для практики перед сном, примерно за 60 минут до того, как вы ложитесь. Дыхательные упражнения по методу могут быть слишком интенсивными для практики прямо перед сном. Традиционно их рекомендуется выполнять утром после пробуждения. Несмотря на довольно длительный период между выполнением упражнений и сном, эффект все равно будет заметен. Если выполнять упражнения вам удобно вечером, то лучше делать их хотя бы за час до отхода ко сну. Однако важно отметить, что реакция организма на дыхательные практики сугубо индивидуальна. Кому-то метод отлично помогает засыпать даже при вечерних занятиях, поэтому рекомендуем поэкспериментировать с разным временем выполнения упражнений, чтобы найти свой оптимальный режим. Вы удивитесь, насколько эффективной может быть несложная дыхательная практика, которая доступна практически каждому. Расслабление — это не только медитация, но и концентрация на собственных ощущениях. Научиться отпускать мысли и фокусироваться на моменте — важная часть успешного засыпания. Пробуйте простые медитативные техники, сосредоточьтесь на дыхании и наблюдайте за каждым вдохом и выдохом. Фокусируйте внимание на телесных ощущениях, мысленно расслабляя каждую часть тела, от ног до головы. Избегайте отвлекающих мыслей. Мысленно перенеситесь в уединенное спокойное место, где ничто не мешает вашему отдыху. Чтобы все это максимально эффективно работало, спите в прохладной комнате, ложитесь спать в одно и то же время, чтобы наладить естественный ритм сна, откажитесь от пищи и напитков за 2 часа до сна. Уже после первой ночи будут изменения. Сон станет более глубоким, что интересно, вы научитесь проще не только засыпать, но и просыпаться. Через неделю регулярной практики тело адаптируется к новым условиям, а вы почувствуете себя бодрее. Среди долгосрочных эффектов – улучшение настроения, повышение уровня энергии и общее укрепление здоровья. Сон станет качественнее, а стресс и тревожность постепенно уйдут на второй план. Опыт использования метода Вима Хофа. Начнем с распространенных наблюдений людей, практикующих данную дыхательную практику. Они заметили следующие результаты. Повышение бодрости и энергичности. За счет регулярного воздействия холода и контролируемого дыхания стимулируется нервная система, происходит выброс адреналина и эндорфинов. Это, в свою очередь, дает прилив жизненных сил и энергии. Многие отмечали, что утренний холодный душ пробуждает утром куда лучше, чем чашка кофе. Устойчивость к стрессу. Холодовые практики и глубокое дыхание по методу Вима Хофа учат организм адаптироваться к экстремальным условиям. Это переносится и на повседневную жизнь. Удается сохранять спокойствие и уравновешенность, в том числе в стрессовых ситуациях, а реакции в целом менее импульсивные. Улучшение настроения.
Выброс эндорфинов во время холодовых процедур и чувство контроля над собственным телом способствуют существенному улучшению психоэмоционального состояния, снижению тревожности и повышению настроения в целом. Укрепление иммунитета. Дыхательная практика Вима Хофа по многочисленным отзывам и даже некоторым исследованиям способствует укреплению защитных систем организма, удается эффективно противостоять простудным заболеваниям. Гимнастика Вима Хофа дает ряд важных эффектов и полезных изменений в организме. Это поддержка иммунитета. Рассматриваемая практика способна укрепить иммунитет. Это достигается в том числе за счет контролируемого воздействия стресса в виде холода и активации нервной системы. Таким образом, моделируются воспалительные процессы, и тем самым повышается устойчивость организма к ним. Улучшение сна и восстановления. Многие, кто практикуют дыхательные упражнения Вима Хофа, отмечают глубокое улучшение качества сна. Это связано с расслаблением парасимпатической нервной системы после стрессового воздействия холода и балансирования нервной системы в целом. Лучший сон, в свою очередь, ускоряет процессы восстановления организма на клеточном уровне. Повышение стрессоустойчивости. Организм регулярно погружается в контролируемые дискомфортные условия, а именно холод. На фоне сознательной работы с дыханием развивается способность организма спокойнее реагировать на внешние стрессоры. В результате человек учится управлять физиологической реакцией на стресс, поэтому становится более устойчивым к повседневным вызовам. К любой практике важен ответственный подход, тогда освоение техники будет безопасным и эффективным. Необходимо придерживаться принципов постепенности и чутко прислушиваться к собственному телу. Вот важные моменты. Дыхание. Практикуйте его в спокойном состоянии. Начинать нужно именно в максимально безопасной позе, то есть лежа или сидя, в том месте, где нет риска упасть, если вдруг почувствуете головокружение. Вокруг вас должна быть тишина и спокойствие, чтобы никто не отвлекал. Сосредоточьтесь на дыхании и ощущениях в теле. Не практикуйте дыхание по этой методике в воде или в других ситуациях, где потеря сознания может быть опасной. Холод. Начинайте с прохладной воды, не переохлаждайтесь. Ни в коем случае не пытайтесь сразу нырять в ледяную воду. Прохлада должна ощущаться комфортно, для этого необходима постепенность. Достаточно даже на старте 30-60 секунд под струей холодной воды. Важно не переохлаждаться. Это вы можете оценить по бодрящим ощущениям и не доводите до сильного дискомфорта или жажбы. Заканчивайте сразу, как почувствуете, что вам достаточно. Важна регулярность, а не разовая экстремальная попытка. Ключом к успеху в методике Вима Хофа есть последовательность, а не разовая экстремальная попытка. Ежедневный прием короткого холодного душа и несколько минут дыхательной практики принесут больше пользы, чем однократное погружение в прорубь без подготовки. Дайте своему телу адаптацию. Существуют четкие противопоказания к использованию рассматриваемой техники. Это беременность, сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия, синдром Рейно, холодовая крапивница. Если у вас есть другие хронические патологии, перед тем, как начать практиковать гимнастику Вима Хофа, обязательно проконсультируйтесь с врачом.